Привет, я доктор Берг. Я решил записать видео для тех людей, кто не любит овощи. Я сам один из них. Я никогда не любил. И до сих пор не люблю. Но все же ем много овощей. Почему многие не любят овощи? Во-первых, с ними долго возиться. Овощи нужно подготовить, нужно нарезать. Мороки очень много. Ну и на вкус овощи так себе. Удовольствия от них мало, надо долго жевать. Если бы мне не нужно было становиться здоровым, если бы здоровье не было проблемой, и я мог бы есть что угодно, я бы ел, наверное, только картофельные чипсы, попкорн, пиццу и все соленое. Обожаю соленое. Никаких овощей я бы точно не ел. Но после 20 у меня начались проблемы из-за того, что я не ел нужное количество овощей. Так что главное, что мы получаем из овощей, это нутриенты, ферменты, витамины, макро- и микроэлементы. Вот почему так важно есть овощи. Чтобы получить хоть какой-то шанс восстановить печень и сбросить лишний вес, вам придется изменить свое отношение к овощам и есть их в большом количестве. К сожалению, не получится надолго сбросить вес и стать здоровым, если не есть овощи. Это невозможно. Даже если готовить их, варить из них суп или посыпать ими еду, этого мало, вам придется есть овощи. И, увы, я сейчас говорю не о кукурузе и не о горохе. Там нужного количества не получить. Как минимум половину овощей нужно съедать сырыми. Да, от некоторых овощей вздувается живот. Можно готовить их на пару, но нужны и сырые. Нужно найти те, от которых вздутия не будет. И еще пара замечаний. Во-первых, мне удается получать удовольствие от овощей, но только спустя час после еды, а иногда на следующий день. В те дни, когда я не ем овощи, я чувствую себя более вялым, меня пучит, и я ощущаю тяжесть, как будто переел белка. В те дни, когда я их ем, я чувствую легкость, разница очевидна. Я ощущаю эту разницу, так что лично я ем овощи, потому что много раз убеждался, что от этого мне лучше, и поэтому продолжаю, так как знаю, что это для меня полезно. Нужно всего лишь изменить точку зрения и начать есть ради здоровья, а не только ради удовольствия, понимаете? Дам пару советов о том, как облегчить жизнь, особенно в том, что касается временных затрат. Чтобы не тратить время на подготовку овощей, я кидаю их в блендер. Я поделюсь одним быстрым рецептом. Все, что нам понадобится, блендер и овощи. Кладете в блендер овощи и что-нибудь еще, чтобы вкус был получше, включаете блендер и все. Можно взять смесь на работу, выпить ее. Так не придется каждый раз садиться за стол и съедать кучу зелени, пережевывая ее. Перенесемся ко мне домой, и я все вам покажу. Мы у меня дома, и вот что мы сделаем. Мне понадобится блендер, стакан до половины залит водой. Еще мне понадобится кейл. Смотрите, как его много. В этой чашке примерно 7-8 стаканов кейла, не меньше. Съесть все это довольно трудно, а вот выпить запросто. Кстати, кейл я замораживаю. Кладем его в блендер. Гораздо проще, когда кейл заморожен. Так он хранится довольно долго. Если не замораживать, он быстро портится. Итак, включаем блендер, в котором только кейл и вода. Сейчас увидите, что будет. Ну вот, все перемешалось. Кстати, если готовите для детей, или если вы не пытаетесь похудеть, можно добавить сюда фрукты. Положите банан, ягоды. Да и если пытаетесь похудеть, ягоды тоже можно положить. Но я заметил, что это может замедлить похудение у людей с упрямым метаболизмом. Тут есть пара вариантов. Можно добавить в нашу смесь пару капель стевии со вкусом ягод. Моей жене нравится шоколадный вкус. Кстати, вот что мы в последнее время используем. Instant Kale Shake с ягодами. Мне нравится такой, а моей жене с шоколадным вкусом. Вот что мы делаем. Смешав кейл с водой, мы берем ложечку этого порошка и высыпаем туда. В этом шейке нет сахара, но он сладкий, и в нем есть кейл. Instant Kale Shake. 1 ложка. Еще раз перемешаю. Всего несколько секунд, и смесь готова. Вот так. Этот кейл шейк довольно сладкий.
Он приготовлен из кейла и... Я подожду, пока пена осядет. Вкус такой, как будто там есть ягоды, хотя их там нет. Вот, пожалуйста, замечательный напиток с низким содержанием сахара. Таким образом, зелень можно пить. Можно взять это с собой на работу или выпить, придя домой с работы. Если не хотите есть целую гору зелени, вот, простой способ. Как выпить зелень? Я использовал кейл. Жене нравится с шоколадным вкусом. Можете тоже попробовать. Вот и все. Это был совет, как употреблять больше овощей.